Что для меня успех? Мое понимание успеха не нравится некоторым мужчинам. Таким мужчинам нужно, чтобы я боролась, преодолевала, сопротивлялась и щурилась от ветра в лицо. Так вот, для меня успех, замечу, что я в женском теле, все это прекратить. Что не равняется бездействию и остановке. За 3 века я не разучилась чувствовать, смелеть, размышлять, идти, действовать и искать. Несмотря на все развороты судьбы, бороться очень даже умею. А как иначе? Вопрошаю, вкладывая иной смысл. А как это иначе? И возможно ли? Как переучить себя, расслабить, настроить на вовсе иное? В этом, считаю, есть для меня успех. На какое такое иное? Спрашиваю я себя. На женское. Успех современного человека в изменении, пересмотре взглядов, обращении внимания на актуальное, на изменение привычек. Женщина и мужчина настолько разные, настолько. И в этой разности вся красота взаимосвязи полов. Никто не главнее, есть разная суть. Без обоих не будет никого. Так очевидно, так очевидно. Но мы еще растем и растем к этому базисному уважению друг друга. А пока бросаем у своих и чужих парадных окурки, мужчины настолько не блюдут свою психику, что отдаются волне эмоций, которые приводят их к поднятию руки на женщину. А женщине очень тяжело любить себя. Она с детства приучена жить по-мужски, в борьбе. Что делать? Состоянием выживания пропитана моя жизнь. Наверное, и ваши, милые девушки. Она богата людьми, местами, идеями, поворотами, неожиданностью, решениями, счастьем. Но пронизанной прочной непрерывной нитью выжить. Но солнце восходит и расслабляет, превращая опущенные уголки губ в улыбки. В поисках и размышлениях я нашла клубок другого качества. Он в руках. Смелость. Смелость думать и видеть иначе. Когда была эффективна борьба для меня? Ну когда? Даже в детстве, когда на танцевальном конкурсе мы заняли первое место, я не боролась. Я любила. Страшно? Страшно. Я из плоти и крови. Мне страшно. Мне страшно туда одной. Мне страшно, что все изменится. Мне страшно потерять чувственность, ограждаясь от оскорбляющих. Страшно, что это бред и наивность, но это не они. Не они. Только страх и эхо оскорблений навязывают ложные ярлычки, наивность и чушь на открытость новому. Мужчины, с которыми сводит меня судьба, ненавидят меня и за мою смелость, и за мой страх. Мой страх вынуждает быть смелыми их со своей судьбой, с топорящими взглядами и ненужными привычками, а моя смелость вызывать меня на дуэль. Я хочу, чтобы близкие люди за меня. Влюбляться в нее, а значит в ее мировоззрение, а потом измять под себя обман. Это обман, это нечестно. Картины нельзя трогать руками. Мужчины, не тянитесь к тому, что хотите потом испортить. Желая изменить, ты меняешь то, во что влюбился, чем был одухотворен. Будь честным. Честь. Честь. Тяжело быть мужчиной. Тяжело. Многие мужчины не знают, где их честь. Честь. Я всегда заглядываю с другой стороны. Дорогая, а ты любишь свой страх и смелость? Сколько можно не жить? Сколько можно расплачиваться за незнания, которые естественны для юности? Разве ты не стала умнее? Разве ты не осознала, что можно иначе? Перед глазами загорелось «стоп». Дальше убьет. Стой. Дальше нет того, что можно стерпеть и простить. Дальше без возврата в этот мир. Все. Прости себя. Не возлагай только на себя ответственность за то, что с тобой было. Раздели. Поделись с мужчинами. Не ты их довела, они сами себя довели. А ты лишь была тем, кто показывал, что есть другой выбор, в который они влюбились и захотели уничтожить. Сколько требований ты должна была выполнять? Ты солдат?
быть одновременно и легкой борцом, и в платье, и на танке, и крепким партнером с деньгами, и хрупкой принцессой с цветами, без страхов, стойкой и с мечтами, но без желаний, без личного представления, но с ясным пониманием, готовить, верить, помогать, любить и так, как хочет он, а не ты. Стоп, ты не робот. Женщина всегда слабее мужчины физически. В этом и ужас, и красота. Я верю, что мужчины перестанут перекладывать ответственность на женщин, облачая свою безответственность в строгий костюм «сама виновата» и «сама себя не любишь», и услышат твою любовь и объяснение, как к тебе нужно относиться и как с тобой нельзя. Почему женщины не уходят от давящих мужчин? Они любят и верят. Ведь давление – это только одна из сторон, которая проявляется отнюдь не сразу, а когда она уже влюблена. Жертвенность это? Нет. Это любовь и вера. Но они заканчиваются. И с ними, и она. Жизнь интересна. И потерю себя тоже интересно прожить, чтобы обрести себя. И теперь выбирать всегда себя. Я не умею легко, но прочитано много книг, и я учусь. Я буду играть, выдумывать, изображать, но больше никогда не свяжусь с борьбой. Воля, разум, здравомыслие, сила, но никогда борьба. Я обещаю, если мужчина хоть раз посмеется над моей легкостью, я развернусь без объяснений. Я так делала, но на этот раз у меня отличные беруши, чтобы не слышать оскорблений, и отличная поварешка, чтобы выгрести себя из супа, не съедая его. Вот моя подпись, вот моя мудрость, потому что я люблю себя.